Сьогодні з самого ранку ворог наніс удари по об'єкту критичної інфраструктури, яка забезпечує надання комунальних і енергетичних послуг харків'янам. На жаль, ми маємо людину, яка загинула під час цих обстрілів, маємо поранених людей. Крім цього, маємо серйозне пошкодження критичної інфраструктури, де, можливо, ми перейшли на енергоострови для того, щоб забезпечити харків'ян всім необхідними комунальними послугами. Були введені графіки аварійних відключень Харківобленерго. Будемо працювати, щоб якнайможна швидше все відновити. Привет, друзья! С вами Алекс Моторный. На связи Харьков. Уже через несколько дней Рождество и новый 2026 год. Город сияет огнями, витрины украшены, а улицы словно из сказки. Но за этой красотой скрывается острый общественный спор. Нужно ли устраивать такие праздники при фронтовом городе во время войны? С каждым годом масштабы новогоднего декора в Харькове растут. В этом году город побил все рекорды. Гирлянды, фигуры, фотозоны появились не только в привычных местах, на площади Свободы, Сумской у оперного театра, но и в новых локациях. В Саржином Яру, на Стрелке, на набережной. Украшения не ограничиваются только искусственными елями. Установлены фигуры Санта-Клауса, солдатиков, арки и световые тоннели. Иллюминация вызвала бурную дискуссию. Многие харьковчане рады видеть украшенный город. Это отвлекает от войны, поднимает настроение детям. Но жители области возмущены. Пока в громадах отключают свет, Харьков сияет миллионами огней. В некоторых населенных пунктах уже несколько месяцев нет даже уличного освещения. Например, в Змеевской громаде предпринимателей просят снизить освещение даже в магазинах. Мэр Харькова Игорь Терехов настаивает: мы обязаны сохранять настроение. Это наш вклад в психологическую устойчивость. Он уверяет, что на украшения не потрачено ни копейки из бюджета. Все сделано на средства спонсоров. Однако кто эти спонсоры, не сообщается. Более того, мэрия в конце года рассылала письма предпринимателям с просьбой украсить свои заведения. Некоторые бизнесмены, как Юлия Фильченко, владелица кофейни на Сумской, открыто говорит: год был тяжелый, и расходы на гирлянды – это удар по бюджету. В соцсетях предпринимателя даже раскритиковали, мол, гирлянда не такая уж и большая трата. Но для малого бизнеса в прифронтовом городе каждая копейка на счету. Даже если верить в спонсорство, кто платит за электричество? Forbes еще в 2021 году посчитали, что 10 километров гирлянд за сутки потребляют столько же, сколько 10-20 квартир. А теперь представьте десятки локаций в Харькове. При этом в Кабмине официально поручили громадам сократить потребление электроэнергии. Исключений для Харькова нет. Праздничные украшения – лишь часть масштабных городских инициатив. В центре откроется новый сквер возле Дворца бракосочетания. Мэрия вернула здание в коммунальную собственность, планирует реставрацию и обустройство зоны для свадебных фото. А на Лопанской набережной завершен первый этап обустройства прогулочной зоны стоимостью 255 миллионов гривен. Второй запланирован на 2026 год.
они выезжать не могут. А на рынке Барабашова тоже открылась праздничная нарядная локация. На фоне этого неожиданный поворот. Харьков занял предпоследнее место в новом рейтинге открытости Transparency International Ukraine. В новом рейтинге открытости муниципалитетов Харьков оказался на предпоследнем месте за открытостью и взаимодействием с общественностью. Transparency International Ukraine обнародовала первую часть нового рейтинга открытости украинских городов. Харьков занял место в конце списка, 10 из 11. Почему Харьков набрал мало баллов? Начиная с 2017 года аналитики Transparency International Ukraine ежегодно исследуют, насколько деятельность муниципалитетов украинских городов прозрачна. Это называлось рейтинг прозрачности. Эксперты проверяли, могут ли жители получить необходимую им информацию на официальных сайтах горсоветов, посмотреть сессию, узнать решения исполкомов и расходы городского бюджета, повлиять на решения депутатов и чиновников. У Харькова лучшие оценки были в первый год существования рейтинга – 35 место из 100. Затем результаты мегаполиса ухудшились до 64 места, но в 2021 году Харьков занял 39 место и с тех пор неустанно улучшал свое положение, пока в прошлом году снова не провалился во вторую часть списка с 52 местом. В 2025 году исследователи перешли на другие критерии оценки. Они проверяют, готовы ли города к интеграции с Евросоюзом. Критериев несколько: взаимодействие с гражданами, электронные сервисы, открытые данные, использование бюджетных денег, предотвращение коррупции. Первое направление взаимодействия с общественностью. Города оценивали по 40 критериям. В этот раз аналитики принялись исследовать только 11 областных центров: Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Крапивницкий, Луцк, Львов, Одессу, Полтаву, Хмельницкий и Чернигов. Города выбирали так, чтобы они представляли все регионы Украины, как тыловые, так и прифронтовые громады, были разными по численности населения. Выводы пока неутешительны. Открытость всех проверенных городов средняя. Высшие баллы набрал город Днепр – 66 из 100. Впрочем, он традиционно занимал высокие позиции в рейтинге прозрачности. Наиболее закрытым городом признали Полтаву – 38 баллов. Два города со статусом территории возможных боевых действий – Запорожье и Харьков – по-разному справились с требованием открытости. Запорожье выполнило 24 индикатора, Харьков – всего 19. Аналитикам не удалось найти актуальную стратегию развития территориальной громады. Не освещается работа исполнительного комитета, нет анонсов заседаний, трансляций заседаний, не публикуются протоколы. Отсутствует открытость по вопросу гуманитарной помощи. Отсутствует обобщенная актуальная статистика работы комиссий, решающих вопрос о предоставлении компенсаций за поврежденные и уничтоженные объекты недвижимого имущества. Аналитики не нашли страницу о актуальной информации о местных налогах и сборах. Объяснили свою оценку исследователи Transparency International. В 2024 году Харьков выполнил индикаторы сфер открытость и взаимодействия с общественностью на 55,6%, и в 2025 году остался примерно на том же уровне, получив 44 балла из 100 возможных. Отдельно Transparency International проверила, как города работают с гуманитарной помощью. По этому критерию проанализировали 50 городов, и результаты неутешительны.
Как правило, чиновники не отчитываются перед гражданами и донорами о том, как распределили гуманитарную помощь и кто ее получил. В 20 городах не обнародована ни одна из запрашиваемых категорий информации. Эти громады не создали отдельных тематических страниц или разделов, не опубликовали никаких отчетов, ни годовых, ни квартальных, ни полугодовых, не предоставили порядка распределения или хотя бы описания общих принципов, а также не разместили перечни получателей помощи среди подчиненных городу учреждений, с грустью констатируют исследователи. Среди этих двоечников есть 6 областных центров – Ивано-Франковск, Полтава, Ужгород, Хмельницкий, Черкассы, а также Харьков. Уровень информирования городских советов о гуманитарной помощи до сих пор не соответствует ожиданиям от страны в условиях полномасштабной войны. Такое заключение сделали Transparency International. В горсовете Харькова обещают принять во внимание рекомендации. Опыт прошлых лет показал, что для Харькова вполне реально улучшить свою позицию в рейтинге прозрачности, как это было, например, в 2021 году. С другой стороны, аналитики Transparency International рассказали, что еще полгода назад впервые проверили, как городские советы работают с гуманитарной помощью и предоставили рекомендации, что нужно улучшить, потому что результаты проверки были неутешительными. К сожалению, большинство муниципалитетов, в частности мэрия Харькова, к советам не прислушались. С одной стороны, сияющий город, с другой – закрытая система управления. Праздничное настроение – это важно. Но не меньше важна честность власти и прозрачность в использовании ресурсов. Пока мэр говорит об эмоциях, область живет в темноте, а харьковчане – в вопросах. Что думаете вы? Делитесь в комментариях. Нужно ли украшать город на 4-м году войны? Кто должен платить за свет? И должен ли город становиться более открытым? Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и до новых встреч. С вами был Алекс Моторный.